Всем привет! Сегодня я расскажу о приложении, которое должно выйти в декабре этого года, под названием Chibi Motion. И я не только расскажу вам о нем, но и примерю на себе одежду из этого приложения. Что такое Chibi Motion? Chibi Motion – это клон Gacha Life. А чтобы избежать проблем с авторскими правами и иметь возможность зарабатывать на своей игре, создатели чуть-чуть изменили форму чибиков из гачи и добавили им огромные уши и кисти рук. Авторы обещают около 5000 элементов одежды и внешности. Эти обещания, похоже, будут выполнены, если судить по дискорду разработчиков, где уже выложили несколько тысяч образцов одежды и аксессуаров. Без сомнения, это приложение будет иметь большую популярность, и есть вероятность, что многие авторы даже перейдут из гачи-клуба в Chibi Motion. Я, по крайней мере, точно собираюсь им пользоваться. Перейдем к оценке представленного контента. Я буду давать оценку, опираясь только на свой личный вкус, который может не совпадать с вашим. Кратко пройдусь по таким элементам внешности, как глаза и волосы. Тут все в порядке. Представлено несколько образцов оригинальных глаз и волос, остальные же образцы максимально похожи на гачи-клуб. Перейдем к одежде и аксессуарам. На мой взгляд, примерно 20% вещей и элементов внешности можно смело назвать стильными, оригинальными, качественными и применимыми для сообщества. Я уже прям предвкушаю, сколько интересных и необычных образов и редизайнов появится у гачеров. Ах, да чуть не забыла самое важное. Появилось то, что вы так давно ждали. Функция выбора нижнего белья. Теперь можно создать и клубную танцовщицу, и роковую красотку. Или же подобрать себе пляжный наряд. Авторами были представлены красивые и оригинальные образцы аксессуаров. Шарфы, сумочки, галстуки. Мечтали одеть на кого-то рабский ошейник? Теперь у вас будет и такая возможность. Следующие 10% контента – это неплохие фэнтези-наряды и всякие кружевные, узорчатые штуки. Я внимательно слежу за тем, что снимают в сообществе гачи. И по мне так в 95% видео персонажи одеты в максимально простую повседневную одежду. В то время как исторические фэнтези-наряды в гачи не особо пользуются популярностью. Вот, к примеру, рукава в виде крыльев. Выглядит красиво, но вряд ли кто-то придумает хороший сценарий, чтобы они смотрелись уместно. Мне почему-то кажется, что во многих случаях художники вдохновлялись дизайном Геншина, и им хотелось, чтобы в их приложении можно было создать подобных персонажей. Вот эта одежда похожа на ту, что носит Венти, а это похоже на наряд Какоми. Вот только многие персонажи получились чересчур громоздкими, а из-за слишком большого количества деталей узоры на одежде иногда превращаются в неразличимое пятно. Дальше у нас футуристичные наряды. Это примерно 5% контента. Мне все нравится, особенно этот наряд, и вот этот. Но им также крайне сложно будет найти применение, так как фантастику в гача снимают даже меньше, чем фэнтези. Следующие 40% контента – это странные и малоприменимые элементы внешности. Иногда у меня складывалось впечатление, что отдельные художники мода не особо старались и рисовали не пойми что, чтобы чисто для галочки наделать как можно больше вещей. Вот, к примеру, посмотрите на эти рукава. Возможно, я не права, и чем больше вещей, тем лучше. Но по мне лучше 100 нарядов, и все из них будут применимы, чем их будет 5000, и мне придется по несколько минут копаться в огромной куче бесполезных шмоток, чтобы найти ту, которая необходима лично мне. Мусорных вещей по мне просто навалом. Хвосты и ботинки в виде кукурузы. Хвосты в виде музыкальных инструментов. Хвосты в форме волн и облаков. Костяные рубашки. Радужный флаг, который торчит из одного места. Просто огромные хвосты. Сырные очки, конфетные очки. QR-код на лбу и вместо рта. Следующие 25% контента – это переделка старых вещей из гачи-клуба, причем зачастую очень наглая переделка. Можно найти сотни примеров, где авторы просто в наглую украли идеи из гачи-клуба и перерисовали элементы внешности для своей игры. В некоторых случаях авторы умело пускают пыль в глаза, к примеру, показывая с виду оригинальную вещь, но которые по сути являются переделкой вещи из гачи с добавленным узором или необычной цветовой палитрой. А теперь перейдем к самому интересному – к созданию персонажей, используя вещи из Chibi Motion. Изначально мне хотелось каждому из гачитуберов придумать наряд, который бы учитывал их образ. К примеру, Руцу я одела в официальный костюм,
чтобы подчеркнуть ее взрослый серьезный характер. Но потом мне стало лень, и остальных я уже одевала во что попало. Подводя итоги, скажу, что я не буду пока давать оценку этому приложению, так как оно еще не вышло. Но оно мне скорее больше понравилось, чем не понравилось. Также я оставлю вам ссылку на Discord разработчиков и на пак с вещами, которые я показывала в этом видео, чтобы вы могли сами оценить, чего стоит ждать от этого проекта. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока.